Короче, у кота появилась новая мода. Теперь он делает вид, что он ест из миски. Хотя в миске еды нет. Он ее всю съел. И теперь он вот таким вот образом стал показывать, что он очень голоден. Это вообще жесть какая-то. Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать немного грустную историю. Мой кот в последнее время начал часто блевать, похудел, отвели его к врачу, естественно. Обследовали, сдали все анализы, проверили почку, печень, желудок, сдали анализы на гормоны, вот, все, что только можно, УЗИ сделали. В результате выяснилось, что у него гипертиреоз. Это когда щитовидная железа выделяет слишком много йода. Из-за этого у кота вечно чувство голода. Он все время хочет есть, переедает и блюет. Вот. Провели гормональную терапию, полечили его лекарством. Не буду называть таблетки, чтобы никто самолечением не занимался. Вот. И выписали вот такой вот корм. Сказали, что этот корм тяжело достать достаточно. И плюс к тому его коты очень плохо едят, и он очень калорийный. Вот. Но корм на самом деле достать не так и сложно оказалось. Не знаю, почему его никто достать не может. Но он просто стоит 3500 рублей, поэтому, возможно, его не все и покупают. Это Hills. Вот такой вот корм. Y-D. Вот специальный корм. В нем находится кукуруза. И этот корм очень калорийный. То есть с котом все хорошо. Он стал есть этот корм. Он сразу поправился, набрал вес. Но чувство голода у него никуда не уходит, поскольку из-за высокой калорийности данного корма я сейчас покажу, какими порциями его надо кормить. Если кому-то видно таблица, то есть если кот весит, допустим, 5 килограмм, то надо 65 грамм в сутки этого корма. Это в сутки. Если кот 4 килограмма весит, то 55 грамм. Ну вы понимаете, да, какие порции? В результате наши замеры показали, что ему можно давать 3 раза в день вот под такой вот, ребята, стопки. Даже чуть меньше, чем в этой стопке, но меньше у меня просто рука не поднимается ему давать корма. В результате вот кот ест 3 таких стопки вот этого вот корма. Сытым он не становится, но при этом психологически сытым он не становится. Он все время хочет есть. Если есть ветеринары, которые смотрят это видео, или люди, хорошо разбирающиеся вот в данной проблеме, посоветуйте, может есть какой-то другой, менее калорийный корм какого-то другого производителя, потому что я ничего найти аналога ему не смог, этого вот корма. Просто жалко кота. Сейчас покажу, как он все это будет кушать у меня. Причем сейчас вот время, вот он меня разбудил, то есть видите, да, 4 часа. Он все время жрать хочет. Ну не знаю, ну дам я ему вот стопочку. Следующее кормление будет где-то в 11 дня. И потом в 6 вечера. И все. Вот таких вот 3 кормления. Больше мне не растянуть никак. То есть получается вот такая вот стопка. У врача спрашивал, ничего сказать не может. Сказал, вот это вот ему нормально. Этот корм якобы в желудке чуть ли не в 3 раза разбухает. И кот есть не должен хотеть. Сейчас посмотрите, за сколько он вот эту вот стопку сожрет по времени. Я никогда в жизни раньше кот так не ел. Сейчас я на пол, конечно, поставлю. Вот он тащится от того, что ему еду дали. Аж хвост весь распушил. Но съедает он это где-то за минуту все. И как его потом вот кормить 3 раза в день вот такими порциями?
сказали, с этим кормом совместно ничего давать вместе нельзя, иначе корм не будет действовать. А в этом корме просто отсутствует йод полностью. Эффективен он только если кота кормить одним лишь этим кормом, больше ничем. Ну и воду давать. Вот и весь обед, вернее, ранний завтрак. Но при этом кот чувствует себя, если не считая постоянного чувства голода, хорошо. Поправился, шерсть нормальная, в туалет ходит хорошо, проблем никаких нет. Не считая постоянное мяу и облизывание пустых тарелок, когда кто-то заходит на кухню. Так, касаемо состава этого корма. Может, что на русском написано здесь? Ни черта. По-русски не написано. Ну вот. Итог. Что ел, Феликс, скажи, что не ел, да? В общем, вот такие вот проблемки у нас. Всем пока. Жду ваших советов. Всем удачи.